Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных сборным масштабным моделям, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать готовый результат из набора «Автомобиль в деталях», он же AVD Models. И модель, о которой сегодня пойдет речь, это шасси ZIL-157K. И для тех, кто не смотрел предыдущие части, давайте освежим в памяти то, как выглядит данный набор, посмотрим на коробочку, на ее содержимое. Не все детали я поставил на готовый грузовик, и я также собрал балластный тягач, а не кунг, который представлен на изображении на коробке. И также расскажу вам то, что я делал, какие детали я не устанавливал, их установлю чуть позже, и будет видеоролик по доработке этого грузовика, потому что у меня не финальный вариант. И коробочка здесь довольно крупная, она оформлена в старой стилистике. На лицевой стороне упаковки есть фотография того, что должно получиться из набора. На боковых сторонах тоже продублирован рисунок. Есть фото декали, которые входят в данный набор. Декали я не наклеивал. И на задней стороне есть анонсы на тот момент. И у меня из этих наборов представлен МАЗ-530. Я тоже как-то давно демонстрировал его на своем канале. Ну, вот такая коробочка. И давайте покажу, какие детали у меня остались после сборки базового грузовика. Инструкция. Тоже быстро ее пролистаем. Здесь все интуитивно понятно. Можно модель собирать без инструкции. Я использовал инструкцию для сверки деталей и позиции, куда какие вставляются. Также есть вкладыш, на котором тоже продублированы анонсы. Комплект декалей, который был изображен на одной из сторон. И небольшая памятка. Также информация, касающаяся настоящего грузового автомобиля. Вот так выглядит финальный результат по задумке Modimio Engineering. Грузовик я окрасил классический темно-зеленый цвет, и было два варианта. Думал сделать пожарную модификацию, и второй вариант был балластный тягач в желтом цвете, но ограничился классическим темно-зеленым. Детали, которые остались, это задние фонари, также часть заднего остекления. Не знаю, зачем эту деталь включили в набор, потому что плашка остекления уже присутствовала. Борта, которые тоже можно установить при желании на какую-то модель. Дополнительный топливный бак, его я не ставил. Также еще один запасной глушитель. Получается, их два в комплекте. И фиксаторы для закрепления модели к подставке. Защита на передние фары. Этот элемент я не стал устанавливать, потому что хочу поставить такие детали из фототравления. Но пока что не получил посылку с деталями, поэтому жду посылку, и новые детали будут уже в видеоролике по доработке готовой масштабной копии. Остекление на кунг. Стеклышки здесь из пластика. Сам кунг. И не устанавливал эту деталь по причине того, что ее хочу поставить на шасси от Deep Models. Шасси я тоже вам покажу чуть позже в этом видеоролике. Мы примерим кунг на шасси от Deep. Хотя он тоже просто так не встает. Шасси от Deep чуть-чуть длиннее, чем у Start Scale Models и AVD Models. Также здесь сеточка на заднее стекло. Ее думал ставить, не ставить, пока что оставил в пакете неустановленную. Зеркала заднего вида, сами зеркальца, их тоже не клеил пока что, потому что зеркала я хочу установить из фототравления, и временно поставил пластиковые зеркала, которые входят в данный набор. Стеклоочистители из пластика из фототравления их тоже не ставил по причине того, что хочу поставить из доработанного набора запасная дверная ручка и шурупчики для закрепления надстройки.
Ящики для Кунга. Они у меня в отдельном пакетике, чтобы не потерялись и не перепутались. Также 2 топливных бака. Их пока что не устанавливал. Комплект брызговиков. И здесь 2 комплекта брызговиков. Второй выглядит вот так. Тоже не знаю, зачем поставили 2 комплекта. Видимо, один для Кунга, а второй для бортовой платформы, которая не входит в данный набор. Также есть сцепное устройство. Детали на верхнюю часть надстройки, крановая установка и так далее. Тросик и крючок. Тросик я делал из медной проволоки, поэтому не стал использовать веревочку. И еще комплект ящиков на другую сторону Кунга. Ну вот, в коробке больше ничего не осталось. Давайте посмотрим на собранную модель. Вот так она выглядит. Ее красил защитным темно-зеленым цветом Lada Haki. Код краски 303, если мне не изменяет память. На платформу установил брусочек от SMU 23, балласт, так как это у меня в теории балластный тягач. Защиту на фары, еще раз повторюсь, не устанавливал по причине того, что хочу установить ее из набора более детализированного. Номерные знаки тоже пока что не ставил. Поставил запаску. Также окрасил выхлопную трубу. Раму я окрашивал черной матовой краской, как и топливный бак и элементы ходовой части. И модель довольно простая, каких-либо сложностей по сборке у меня не возникло. Ну, вот такой готовый результат. Тоже можете написать в комментариях, как вам понравилась моя собранная модель. Конечно, здесь можно делать улучшения, и еще раз повторюсь, будет отдельный видеоролик по доработке этого варианта. И давайте покажу вам шасси от Deep Models и примерим на нее Кунг. Это бывший сидельный тягач. Ну вот если поставить Кунг, получается тоже довольно симпатичная масштабная модель. Правда, из-за того, что у Дипа длиннее рама, здесь получается больше щель между кабиной и стенкой надстройки. Но опять же, это не сильно бросается в глаза, если не вдаваться в подробности. И можно сравнить 2 базовых шасси. AVD и Deep Models. Цвет немножко отличается. И сложно сказать, какой цвет более достоверный. Еще раз повторюсь, я более-менее подбирал цвет, но не брал его из каталога ZIL, а просто выбрал то, что продавалось в магазине. А Deep более тщательно подходит к выбору цветов, и, возможно, у них цвет более реалистичный. И могу вам показать готовую собранную модель от Start Scale Models. Тоже как раз, чтобы сравнить оттенок темно-зеленого. Мой вариант немножко отличается, он темнее, чем у SSM. Но грузовики примерно одинаковые по уровню проработки. У SSM тоже пластиковая рама, пластиковый топливный бак. Пластиковые детали кабины немножко отличаются по тону от металлических деталей, уже говорил, это частое явление на готовых моделях, потому что их детали собираются без грунтовки, просто окрашиваются из-за того, что пластик в общей массе черный, а кабина металлическая серого цвета, получается вот такой оптический эффект. И на эту модель я поставил регистрационные номерные знаки от студии Microdesign.
Пишите ваши комментарии, что вы думаете о сборных масштабных моделях. Хотите ли вы увидеть еще видеообзоры на те наборы, которые есть в моей коллекции? Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.